Страх. Страх — это самое древнее из всех человеческих чувств. Страх существовал задолго до языка, задолго до того, как человек научился давать детям имена. Мы чувствуем его не умом, а телом, через учащенное дыхание, дрожь и стучащие зубы. Хорроры всегда занимали особое место в культуре. Они позволяли нам безопасно прикоснуться к бездне, ко дну человеческого сознания. В кино, в книгах, а потом и в играх страх стал театром человеческих слабостей. Но ближе к 2010-м этот театр начал пустеть. Хоррор-игры потеряли свою изюминку. Они заставляли нас бояться шагнуть за угол, слышать стук собственного сердца, потом они просто стали экшенами в темных декорациях. Resident Evil вместо хоррора ушел в стезю боевика. Silent Hill до недавних пор утратил философию. Страх превратился в декорацию, в набор скримеров, где заранее знаешь, что за следующим поворотом что-то выскочит. Мы попросту привыкли к ужасу. И тогда, в 2013 году, на свет выходит Outlast. Игра, которая вернула страху его первозданное лицо. Сделанная маленькой канадской студией Red Barrels, собравшей бывших разработчиков из Ubisoft и EA, она не обещала ничего особенного. В разработке участвовало чуть более 10 человек. Никаких новых механик игра не обещала, только журналист, старая камера и ночная психлечебница. Будто бы классический сюжет обычного тупенького хоррора. Ничего необычного. Но именно это ничего стало тем, чего как раз таки не хватало жанру. Outlast лишила игрока власти. Вышедшая чуть ранее Outlast Amnesia The Dark Descent не дала нужного ощущения. Она была хорошая, атмосферная и по-своему страшная, но все-таки позволяла хоть что-то делать. Penumbra была короткой и уж слишком простой. Конечно, был и Slender, от которого все так пугались в те годы, но так или иначе именно Outlast напомнила, что настоящий ужас рождается там, где по-настоящему заканчивается контроль. Ничего кардинально нового создано не было. Вместо того, чтобы изобретать что-то новое, Red Barrels взяли за основу все лучшее, что уже было придумано до них. Беспомощность из Амнезии, мокюментари как в «Ведьме из Блэр», психиатрическая больница и нечеловеческая жестокость. Главный герой Майлз Апшер, свидетель и человек, попавший в чужую реальность. Его камера — единственное, что отделяет его от абсолютного мрака. С ее помощью он видит, но видит слишком много. Камера — это своеобразная метафора, глаза, которые нельзя закрыть. Обычно в играх зрение равно безопасность. Видишь врага, значит, можешь действовать или прятаться. Зрение в Outlast — источник страха. Каждый раз, включая ночное видение, ты буквально открываешь глаза навстречу кошмару, зная, что батарейка вот-вот сядет и придется остаться в темноте наедине с собой и, возможно, кем-то еще. Главный страх кроется в ожидании. В Outlast ты боишься не нападения, а его возможности. Игра очень точно работает с психикой и атмосферой. Она заставляет тебя слушать. Звук шагов вдалеке, скрип металла, дыхание и капли воды становится внутренним метрономом страха. Место действия — психиатрическая больница Маунт Мэссив. Больше похоже на символ, чем на место. Это своеобразная уродливая модель человеческого сознания. Outlast — это путешествие внутрь себя, внутрь человеческой психики, где игрок вынужден стать свидетелем собственного и чужого безумия. В психоанализе Карла Юнга есть понятие тени, часть той личности, которую мы прячем от самих себя. В Outlast тень материализуется. Крис Уокер — воплощение животного страха. Доктор Трагер — архетип власти и жестокости. Страх перед системой, которая распоряжается не только умом, но и телом. Проект Wallrider — символ человеческого разума, утратившего контроль над собой. Каждая фигура здесь не просто чудовище, а фрагмент человеческой души. Outlast создает мир, в котором страх становится истиной. Все, что происходит, это аллегория утраты контроля. Игрок не может сражаться, потому что в реальности со своими страхами порой ты не можешь воевать. Ты можешь только пройти через них, наблюдать, дышать и выжидать. Игра честно лишает тебя привычных инструментов, заставляя прожить то, что обычно вытесняется. Чтобы выжить, нужно смотреть, видеть
значит принимать. Нельзя игнорировать ужас, если ты на него смотришь. И чем больше ты видишь, тем ближе становишься к безумию. В этом парадокс Outlast. Outlast делает зрение наказанием. Саунд-дизайн, освещение и архитектура – все подчинено страху. Узкие коридоры, вспышки света, насилие и скримеры имитируют ощущение панической атаки. Это физиология страха, доведенная до интерактивного уровня. Outlast стал неким перерождением, потому что родился в эпоху, когда хорроры потеряли душу. Именно Outlast доказал, что страх тоже может быть искусством. Без сложных механик, только через чувство беспомощности. Игра приобрела популярность не из-за большой рекламы, а благодаря реакции. PewDiePie, Markiplier, Jacksepticeye, да буквально все. В те годы люди снимали свои эмоции и выкладывали на YouTube. Кричали, смеялись, прятались под столы и убегали. Страх стал вирусным. Впервые за много лет игроки снова чувствовали, не просто реагировали, а проживали. Можно сказать, что Outlast стал своеобразной исповедью survival-хоррора. Он собрал все страхи, на которых строились ужасы, и показал их в современном виде. Страх перед безумием, ведь ты начинаешь сомневаться, существует ли вообще логика в происходящем. Эта игра не пытается объяснить зло, оно просто есть. Как и в реальной жизни, в зле нет рациональных причин, почему все происходит. Человеческие эксперименты с разумом превратили людей в чудовищ, а чудовищ в страдающих людей. И в этом хаосе игра говорит не о насилии, а о человечности. Потому что даже среди криков и крови главный ужас не смерть, а потеря себя. Большинство локаций больше похоже на лабиринт. Игрок идет вперед, потому что боится остановиться и посмотреть назад. Это напоминает процесс психотерапии, когда ты погружаешься в свои страхи не ради победы, а ради глубокого понимания. И чем глубже ты спускаешься, тем меньше уверенности, что выберешься обратно прежним. С философской точки зрения, Outlast — это притча о наблюдателе. Майлз Апшер — журналист, человек, который должен фиксировать истину. Чем больше он наблюдает, тем меньше понимает. Мы видим зло и становимся его частью, что и показывает концовка. Outlast очень близок к философии экзистенциализма, чем к хоррорам, как развлечению. Игра говорит о страхе перед свободой, перед выбором, перед миром, в котором ты лишь наблюдатель, а не творец. Ты не можешь буквально ничего. Ты не можешь ни на что повлиять и не можешь изменить ситуацию. Когда игра закончилась, многие писали, что чувствовали опустошение, а не облегчение. Outlast не предлагает катарсиса через победу, хотя мы здесь и не за спасение мира пришли, ведь так? Игра оставляет нас с чувством тревоги, с мыслью, что зло не побеждено, что оно просто продолжает существовать. И честно говоря, на мой взгляд, это очень правдивый финал. В жизни страх не исчезает, а становится частью нас. Outlast изменила не только хорроры, но и отношение к жанру. После нее появилось множество последователей: Layers of Fear, Alien Isolation, Visage, PT и прочее. Сила Outlast'а в простоте, и возможно именно поэтому эта игра стала точкой возрождения жанра. В своей сути игра не заканчивается финалом. Истинный эффект от игры проявляется после того, как ты отходишь от компьютера. В голове остается ощущение некой беспомощности, напряжения и понимания того, что ты сам оказался частью кошмара, который невозможно полностью контролировать. Это чувство сопровождает игрока как тень. Оно заставляет его пересматривать собственные реакции на страх, силу, власть и мораль. В этом сила хоррор-игр. К примеру, фильмы ужасов так не пугают, потому что это происходит там, с ними. Игры же делают человека не зрителем, а участником событий. Именно ты решаешь, куда смотреть и что делать, а не кто-то другой. Именно ты чувствуешь ответственность и уязвимость. Игровой ужас глубже и более личный, чем кинематографический. В игре особое место уделяется теме религии. И я не только о фигуре отца Мартина. Отец Мартин видит в происходящем Божье откровение и считает себя пророком. Он верит, что журналист избранный, который должен донести истину миру. Его религиозность не вера, а абсолютное безумие. Он пишет кровью на стенах псевдобиблейские тексты, рисует картинки, а в итоге просто сжигает себя на кресте, повторяя символ христианского мученичества, но в крайне извращенной форме.
В игре религия противопоставлена науке. Корпорация Мерков с проектом Wallrider становится новой церковью, где ученые играют роли жрецов, создающих искусственного бога. И перед нами, игроками, авторы ставят вопрос: что страшнее, слепая вера в религию или слепая вера в науку? Визуально и сюжетно это подчеркивается обилием крестов, цитат и ритуальных символов, которые теряют свое значение и становятся частью ужаса. Путь героя — это спуск в ад безумия, где вера, наука и мораль смешались в одно. В финале Майлз становится носителем Wallrider, своеобразным воплощением бога на земле, но в демонической форме. Искаженный спаситель — бог на земле, но в форме дьявола. Символично. В Outlast религия проявляется не как источник света и надежды, а как искаженная безумная вера, выросшая только на страхе, вине и отчаянии. Фридрих Ницше писал, что христианство превратилось в религию слабых, в мораль рабов, где страдания становятся святыней. Пациенты Меркова, священник Мартин и даже главный герой — все они ищут смысл и спасение, но в мире, где Бог уже мертв, они находят только безумие и страдания. Отец Мартин — это идеальный ницшанский пример того, как человек пытается воскресить Бога в мире, где самого Бога уже нет. Он видит в страданиях очищение, в крови откровение, а в насилии веру. Но все это лишь мрачная пародия на христианство, остатки старой морали без живого духа. Это и есть то, что Ницше называл тенью мертвого бога, когда вера живет механически, без источника смысла, и превращается в фанатизм и одобрение ужаса. Где-то это я уже видел. Wallrider и эксперименты Мерков — это также попытка человека стать богом, создать сверхсущество, сверхчеловека, контролирующее жизнь и смерть. Это вторая сторона той же ницшанской идеи. Если бог мертв, человек стремится занять его место. Но не выдержав ответственности и могущества этой роли, он становится монстром, воплощением извращенной, сверхчеловеческой воли. Людям всегда нужно во что-то верить. Outlast стал образцом для целого поколения последующих survival-хорроров, от Alien Isolation до Visage и Soma. Он показал, что настоящий ужас рождается не только из крови и оружия, а из ощущения полной беспомощности, когда ты не можешь бороться, ты можешь только выживать.